Меня зовут Саня, и здесь только долгие обзоры и долгие стримы. Почему? Потому что мы тестируем устройство в первую очередь на автономность. Это для нас интереснее всего. Сейчас вы видите вход на фронталку смартфона Samsung S23 Ultra. Напоминаю, что на лайв-канале уже есть тестирование данного устройства в видео на 12 минут в 4К 60 FPS. Я гонял на байке и снимал ночью на него. Возможно, еще погоняю днем. Точно будет обзор на основном канале Польза.нет. У нас там уже 375 тысяч человек. И советую вам его посмотреть. Почему? Потому что там, разумеется, будет сравнение с iPhone 14 Pro Max. И какие бы дифирамбы я сейчас не пел смартфону, и насколько бы мне не нравилась картинка. Напоминаю, что вы видите запись стрима в Твиче. Стрим идет в 1080p 30 FPS максимально. Разумеется, фронталка может снимать в 4К 60 FPS. Я покажу вам какие-то тесты. Надеюсь, что смартфон не выкинет из Твича, потому что если он это сделает, то мне придется склеивать данный ролик, и вы уже увидите фактически не запись Твича, а просто что-то нарезанное. Такое тоже часто бывает. Я включаю сейчас игровой процесс и постараюсь вам показать, что интересного он мне показал в плане тестов. В первую очередь зайдем в Antutu. Если, давайте нет, 3D Mark, он не выкинет из 3D Mark. Точно. Wildlife стресс-тест. Видите, у нас устойчивость только 78. Это не очень плохо, но это плохо, когда мы вспоминаем, что это процессор Snapdragon Gen 2. То есть они, получается, видите, в Wildlife Extreme тесте показывают устойчивость только 60%. Только потому, что это процессор, ну, прямо мега стабильный. И то, что они не смогли сделать из него конфетку, ну, это, я считаю, определенного рода фейлом. Видите, какие здесь спеки, все в максимальном разрешении с максимальной яркостью, без автояркости. Сейчас мы гоняем, получается, на гигабитном интернете по Wi-Fi я раздаю, видите, не через GPS, не через GSM. NFC, разумеется, рабочий, разумеется, что у нас еще можно. В PC-марке я покажу, здесь была автогерцовка, но все равно, точнее не автогерцовка, была автояркость. 12 часов 52 минуты, это прям очень круто. Очень прям круто, очень он автономно выживающий в автояркости. Все остальное вы видите. И плохого ничего о нем сказать однозначно не могу. Сейчас мы перейдем в Game Launcher. Так, и мне не нравится оболочка, я к ней так и не привык, но это все не важно. Так, мы будем играть, наверное, все-таки не в PUBG. Мы будем играть в Tactical. Он проще, он легче. И вы можете мне что угодно говорить, хотя там заявлено PUBG. Я сейчас поменяю. PUBG, может быть, еще поиграем и добавлю, потому что последний и это то устройство, которое довольно прилично гасит девайс. То есть сказать, что он такой волшебный и все просто для него, нет. Вот сейчас у нас 60 FPS выставлено и супер, супер по графике. Все, отлично. Забираем боевой пропуск, ставим секундомер, ставим. Как меня слышно, напишите, пожалуйста, кто видит стрим. Если есть проблемы, если есть вопросы, то надо их сейчас решать. В первую очередь, разумеется, всегда с микрофонами. Отлично. О, супер. Супер. Так, мы сейчас запоминаем 72% и ставим секундомер. Может быть, 30 минут отыграем, может быть, час, может быть, потом дополним чем-нибудь. В принципе, вот это дело у меня работает сейчас без чехла, и без чехла это, наверное, моя новая религия. Буду таскать флагманы без чехла. Его, скорее всего, я себе оставлю для сравнений. В Antutu не зашел, но там 1 миллион 100 тысяч баллов и очень плохая картинка по стресс-тесту. В принципе, все это вы увидите в основном обзоре. Сейчас расстраивать себя и вас не хочу. Почему? Потому что непонятно, как они сделали так плохо с Snapdragon Gen 2. То есть по всем законам логики они должны были сделать все по красоте, потому что у всех по красоте, а у них получается не по красоте. Я не знаю, как они могли сделать его настолько нестабильным, но, к слову, пока он не греется, это уже хорошо. Шутер на телефон, пожалуйста, да любой. То есть они, какой из меня советчик в плане шутера? Сейчас я открою себе великолепную газировку, и мы начнем. Все равно игра уже началась, правильно? Уже уровень такой, что меня могут и убить.
Я играл в Apex, но понимаете, Apex прикажет долго жить скоро. Очень. Мне надо прокачивать другие аккаунты и другие тяжелые игрушки находить. Я даже считаю, что это достаточно все-таки тяжелая игра. Не мега легкая она. Ох ты, ешки. Смотрите, какой он эпичный. Опа. Есть. Спасли. Так, дико. Из меня игрок был не очень в Apex. Так, все. И есть. Очень эпичная у меня компашка. Прям вообще шикарная. Но, по-моему, как-то быстро у меня расходуются патроны. Опа. Очень быстро прям. Это завис. Не знаю почему, может быть он стреляет быстрее. Есть. Ну тут уже сложно ему будет выиграть. Не-не-не-не-не, успел. Успел? Не успел. Ну ладно. Но это было близко, правда? Apex Mobile закроют в мае. Я в курсе, поэтому я начал уже играть, видите, в что-то. Видите, в чем плюс, допустим, данной игрушки? В нее можно поиграть и в довольно средние смартфоны. Также на 60 FPS он будет вытягивать этот смарт. И довольно комфортно и удобно, что у тебя есть возможность сравнивать плюс-минус автономность в довольно стандартных играх. Опа. Здесь место встречи просто изменить нельзя. Всегда в одном месте. Так, мне надо перезарядиться. И потом отходить, чтобы перезарядиться опять. На этого еще хватит, но на остальных нету. Так, Wild Rift классная игра. Ну, видите, я за классику, опять же, за тот же PUBG, но хочется чего-то более-менее динамичного. Вот эта тема пока меня устраивает. Насколько круто, ну, вот, успел. Видите, как бросил? Там идеальная оптимизация. Идеальная оптимизация, ну ладно, посмотрим. Мы же еще помним, что как бы, хотя я тестирую, но мне самому хочется, чтобы было интересно играть. У меня на основном аккаунте все было довольно круто. Опа, на меня объявлена охота. Ох ты, ешки, это я, по-моему, всех убил. Да. Или это не я? Нет, по-моему, я. Своих тоже. Надо было вообще на тачке хоть раз съездить. Машина стоит просто. Сейчас они гранаты кто-нибудь бросит. Неужели не додумаются гранату? Нет. Прикиньте, не додумались до сих пор гранату. О, ёшки, я своего убил. Извините. Но все равно мы выигрываем. Надо чуть пережить момент восстановления, и потом уже можно будет играть. Зарешал я на машине все равно. Сделал запас. Уже нереально догнать нас. Победа. Сори, реклама была на основании аккаунта, чего у тебя было круто. Реклама чего? На моем основном аккаунте крутой получается Геншин довольно, потом довольно крутой. Ну, там 40 уровень, ладно, не крутой, но видно, что играбельный. Не Бравл Старс, О, я ценный игрок, наконец-то. Сейчас я вам скажу, как же эта игруха называлась. Clash of Clans. 2 года жизни я там провел, у меня таунхолл 11, ну, наверное, там уже 13 какой-нибудь максимальный, нужно уже еще полжизни потратить на это дело. Я его, кстати, не перенес, надо с основного аккаунта как-то перевести, чтобы потом дети чувствовали ассоциативные ряды, а то у меня детей на канале вообще нет. Может быть, оно и хорошо. Но они лучше всего YouTube раскручивают. Наличие детей. Я сейчас в Genshin только играю. Для россиян все закрывают. Да какая разница, VPN нам в помощь. Это все такая... Что там закрывают? Деньги не пахнут. Я говорю, я вот как вам ютубер рассказываю, есть у нас монетизация. Понятно, она упала там в 10 раз, в 20 раз.
Но самое веселье в том, что у тебя упала монетизация, а в первый день, как только начались санкции, пришло письмо, не буду говорить откуда, что Google будет посылать вам монетизацию вот отсюда. Все. То есть вы понимаете, что деньги-то не особо пахнут. Точнее, не пахнут и вообще. Для американцев точно. И все эти санкции это заканчиваются, начинаются там, где начинается кэш. Ну, может быть, они какие-нибудь европейские бренды и компании заставят не продавать. Но это как примерно, вот у меня есть знакомые, которые экспортируют, ну, он не прыгнет, нет, экспортируют, как их называют? О, все, кирдык. Ну все, нет, 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 не развернулся даже. Даже не развернулся. Надо забрать. Забрать надо. Ну давайте. Вот у меня команда вообще бестолковая, конечно. Я их столько прикрываю. И вот прикиньте, до сих пор не убили никого. Так, ну давай, 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 давай. Заберите сумку-то. Блин, извините за мой французский. Очень некрасиво с моей стороны было ругаться, но все равно. Ничего себе, Дмитрий Гордиенко, ты про что? Про мою волшебную историю? Этот, главное, сумку забрал. Я надеюсь, что я успею, чтобы его сохранить. Если его сохранить, то все будет в огне. О, все, он сбросил яркость. Запоминайте минуту. Он без чехла, холодный, вот реально холодный смарт, сбросил яркость. Прикиньте, очуметь. Получается на 8 минуте стрима. 8 минута стрима, и Samsung S23 Ultra сказал: до свидания, Александр. Мы с вами так не договаривались. Опа, есть. Какие-то эпичные типы. Может, автояркость лагает? А давайте я вам покажу, кстати. Никаких проблем у меня с этим нету. Видите, автояркости нет. Автояркость не может лагать, если она отключена, правда? Матрица, магия? Не думаю. И мне кажется, вот этот вот тип, который бегает, он очень грамотно стреляет. В плане у него там какой-нибудь скилл и прокачанное оружие. Так, ну и чего? Все, перекрыли все. Прикрывайте бойца с красной сумкой. Да-да-да, а потом он будет самым лучшим игроком. Вообще нечестно. О, не успел я. 8 минут, 3%, 18% в час. Оскерил, нет, так не считается, к сожалению. К сожалению, так не считается, во-первых. Во-вторых, 9 минут. И в-третьих, нам нужно подождать хотя бы 30 минут, чтобы примерно прикинуть, потому что он может разряжаться неравномерно. И, скорее всего, так и будет. Все, двух успел снять. Ну, молодцы эти типы, хоть сумку успели взять. О, игрушка, по сути, не тяжелая же. 60 FPS? Да нет. Да нет. Паттайя. Юскерил. Где мне еще быть? Пхукет дорого, Бангкок грязно. Там, где хороший интернет. В Турции не было, в Доминикане не было, в Казахстане не было. Даже что? Тепло здесь хорошо. Так, топ, я тоже скоро приеду. Да, но здесь дорого сейчас. Здесь же бат 2,40 уже. Когда-то бат был рубль. Когда-то. Но это было давно и неправда. Полубитс Prime Version VK. Чего? Я не знаю, как это заблокировать дело. Ну ладно. Нет, как-то можно. Подождите. Спам. Пам-пам. Пам. Так, все. Все. Человек заблокирован. Так, и... Так, наверное, надо прыгать в машинку, потому что мы уже проигрываем конкретно. И пытаться вывести все это дело
через суммарь. О, ёшки. Ёшки. Так, и надо прикрывать сумку, чтобы забрали. Главное, чтобы успели забрать сумку. Не успел я. И я не могу, я застрял. Я застрял. А если выйду, то умру. Все. Ну, они мне помогли. Ну, главное, что мы забрали сумку. Вот. Главное, мы забрали сумку. Опа. Есть. Повезло. Все-таки против пулемета, даже если у тебя скорострельный, тебе надо поближе подходить. Так, вот это вот зря он сюда бежит. Хотя, может, и нет. Может, так проще. Но если они в ближайшую минуту не заберут, то уже очень тяжело им будет выиграть. Очень тяжело. Ага, все через винчестера. Разумно. Добежать, главное, через препятствие, и все. Гранаты мы не успели бросить. Но пока еще вывозим. Ага, все. О, опять сбросилась яркость. Может быть, это из-за какой-то штуки в игре, но я такого не видел. Потом напишите. Может, наверное, надо будет еще 30 минут в чем-то поиграть. И правда. Чтобы точно удостовериться. Потому что есть ощущение, что он сбрасывает, но не сильно. О, 63. Так, а сумка там. Сумка там. Как у тебя дела, Дмитрий Гордиенко? Тебе добавили, кстати, дослали до тебя смартфон, нет? Или пока все бесперспективно? Так, и чего? Есть. И чего? Есть. Ну все. Наличие сумки определяет победу. Еще под перекрестным огнем, типа, решил быть. Насколько бы он не был эпичный и крутой, максимально неразумно, конечно. Не, наверное, это что-то... Нет, сейчас не знаю почему. Яркость падает. Только что отправили его в российский офис СОПа Китая. Но это быстро тогда будет. Но, конечно, они жгут. Это все сроки они пролюбливают со своим запуском. Когда у них запуск? У нас рейтинг повыше. О, ничего ж себе, у меня максимальный рейтинг здесь. Обычно 1700. Почему 1383 сейчас? Шаг вперед, два назад. Я сегодня крайне экстремально. Стоп, на машинке опять надо. Нет, он сбросил яркость, прям сбросил. И я почему-то вижу, что Twitch завис. Ага. Типа на этом. О, есть. Да и ладно, пусть стреляют. Это добро пожаловать в перегретый Samsung S2. Я думаю, что надеюсь, что стрим опять пошел. В общем, мораль, через 15 минут даже тактик кула. Этот волшебный смартфон перегревается и сбрасывает яркость. После выкидывает вас из Твича. Ну и в принципе все. Да, он поедает где-то 21% в час в игре с стримом по Wi-Fi, то есть не без GPS. И какие выводы делать, решать вам. Ну, мне сейчас, опять же, обязательно расскажут, что ты что, смартфон покупаешь для игр, нормальные люди для игр не покупают. Если говорить про съемку,
В сравнении с iPhone 14 Pro Max можете посмотреть на основном канале сравнение. Я не скажу, что Samsung выигрывает, но вам решать самим. Если говорить про фото, 200 мегапикселей это круто, но каждый раз включать режим 200 мегапикселей, а потом открывать все это дело на компьютере и понимать, что при сжатии в телеге не факт, что это дело все выигрывает, а точнее чаще даже проигрывает Samsung. В общем, целом и частности, уникальный смартфон безапелляционно. Влаги не боится, безапелляционно. Но что они делают с системой, какой у них шим и что делает Samsung для того, чтобы у них смартфоны даже были неиграбельны, слов нет, букв нет, он не перегрелся, я без чехла его гонял, у меня кондиционер работает. И видите, я в рубашке сижу, не в футболке даже. И к чему это все? К тому, что огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначное «да» тем, кто купил, потому что объяснять что-то людям, которые приобретают Samsung, это дело абсолютно бесполезное. И Антонио, привет. Бесполезно его в Твиче гонять, он вылетает. Вот. Напоминаю, что это запись с Твича, а в начале и в конце. В начале вы, скорее всего, увидели с основной камеры, потому что это интересно. Я какие-то вещи, надеюсь, вам новые открыл про этот смарт. Он хорош, еще раз повторяюсь, мне он по руке, хотя он чуть-чуть тяжелый, но это лучше, чем любая раскладуха. И стилус для кого-то будет прям must have. Девайсу, повторяюсь, да, подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Гармины это оверпрайс, зачем? Ну, то есть, это если есть аналоги за деньги в 3-5 раз дешевле. Если вы спортсмен и вам бесплатно дают гармины, полары и все остальные бренды, либо вы, допустим, триатлонщик или зимние виды спорта, я вас понимаю, если вы профессионал. Если нет, то вам каких-нибудь MSFit замшелых старых хватит за глаза и за уши, чтобы GPS включить. Но это мое субъективное мнение. И насчет старых замшелых я зря сказал, потому что у MSFit'ов очень много хороших моделей. Добра и удачи вам, дорогие друзья.